Женя просыпалась каждое утро, укрывшись грязными одеялами и картонками, которые служили ей временным укрытием от холодного ветра. Она не помнила, как оказалась на улице, и даже не знала, сколько времени прошло с тех пор, как ее жизнь перевернулась с ног на голову. Единственное, что оставалось в ее сердце, это любовь к маленькому Максиму, ее сыну. Каждый день она пела ему колыбельные, чтобы успокоить его и подарить надежду на лучшее. Утром Женя поднималась на ноги, стараясь собрать свои силы. Она знала, что должна найти еду для Максима. Их дни проходили в поисках куска хлеба, и часто они возвращались с пустыми руками. Но даже в самые трудные минуты Женя не теряла надежды. Каждый раз, когда она начинала петь, прохожие останавливались, чтобы послушать ее голос. Иногда кто-то оставлял ей мелочь, это были драгоценные монеты, которые она использовала, чтобы купить немного хлеба и воды. Однажды, когда Женя решила выступить на оживленной площади, вокруг нее собралась толпа. Она пела так, как никогда прежде, ее голос звучал, как нежный шепот ветра, проникающий в сердца людей. Они восхищались ее талантом и щедро оставляли деньги в ее шляпе. Женя почувствовала, что ее пение может стать источником дохода, и это осознание наполнило ее новым смыслом жизни. Она могла обеспечить Максима едой, и это было самым важным. Среди зрителей был Артем, бизнесмен и владелец сети магазинов музыкальных инструментов. Он стоял в стороне, слушая, и неожиданно его сердце забилось быстрее. В этом голосе он узнал свою жену, Женю, которая пропала много лет назад. Артем искал ее, но все поиски были безрезультативными. Он не мог поверить своим ушам, когда услышал знакомую мелодию. Когда Женя закончила выступление, Артем подошел к ней. Его сердце сжалось от волнения, когда он произнес ее имя. Женя посмотрела на него с недоумением, но в его глазах она увидела что-то знакомое. Вдруг в ее памяти начали всплывать обрывки воспоминаний о том, как они любили друг друга, о том, как родился их сын Максим. Слезы наполнили ее глаза, и она поняла, что это действительно он. Ее муж, который никогда не переставал искать ее. Артем обнял Женю, и их встреча стала началом новой жизни. Максим, который все это время был рядом с матерью, с любопытством смотрел на мужчину, который обнял его маму. Артем взял их за руки и отвез домой, в тот самый дом, где они когда-то мечтали о будущем вместе. В их новом доме время пролетело незаметно. Они делились воспоминаниями, смеялись и плакали, вспоминая о том, что пережили. Женя снова ощутила тепло и уют, которых так не хватало ей на улице. Она и Артем вместе воспитывали Максима, рассказывая ему истории о своей любви и о том, как важно никогда не терять надежду. Семья снова была вместе, и каждый день они начинали с песен Жени, которые теперь наполняли их дом радостью и светом. Их история стала символом любви, стойкости и силы, которая может преодолеть любые преграды. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.